Для нас, привет, европейцев, очень уникальный случай, когда советниками министров являются люди не вполне адекватные. И что я хочу сказать? Я с детства знал много полных людей. И в большинстве своем это были очень хорошие, добрые, добродушные люди, отзывчивые люди. Бывают и исключения. Антон Геращенко, советник министра МВД, рассказывает о случившемся под Киевом. Сейчас, когда уже раскрылись многие-многие детали того, что там произошло, его бросают на амбразуру, его тело бросают на амбразуру, потому что он умеет забивать баки. А людей, так как они считают планктоном, то им можно парить. Погнали. Вся эта ложь, все это вранье, которое распространялось в социальных сетях и подогревалось, что якобы одни сотрудники полиции грабили дом, служба государственной охраны поймала их, они вызвались на поддержку спецподразделения КОРД, и вот они в итоге всех друг друга перестреляли. Это полная, откровенная ложь. Это он, кстати, меня имеет в виду, вы же помните, да, он меня назвал негодяем просто. Но теперь генпрокурор рассказал это еще 3 дня назад. Он рассказал, что была лестница, были вскрыты окна. И тоже, Луценко же тоже, он говорит, ограбления не было, говорит, потому что взяли малозначимые вещи. Є драбина і вскриті вікно гаража і вікно будинку. Вскрыт гараж, вскрыт дом, говорит, лестница стоит. Но никакого ограбления не было. Какое там ограбление? Это в том доме, где случайно сработала сигнализация, вы же помните. Но дальше Луценко сказал некую вещь, которую как бы мимо пропустили все эти псевдоукраинские, вернее, украинские псевдосми. А он сказал о том, что сотрудники КОРД приехали вызволять своих разведчиков на автомобиле, который был не их, а с охраняемого объекта. Під'їхавши до місця події, вони не побачили, як вони заявляють. До речі, приїхали вони не на службовому автомобілі, а на автомобілі, який знаходився в охороняємому приміщенні. И вот тут я вообще не понял, я начал переслушивать, что он сказал, потом я начал смотреть в украинских псевдосми, а обратили вообще всерьез на это внимание, как это они приехали не на своем автомобиле, а на автомобиле, который находился в охраняемом помещении. В каком еще охраняемом помещении? То есть в доме, который планировали ограбить какие-то неведомые грабители, они вскрыли гараж, да, кордовцы, взяли автомобиль, отъехали на соседнюю улицу ждать грабителей. Вот оно как. В ту роковую ночь сотрудники уголовного розыска вместе с спецподразделением КОРД по заранее хорошо спланированному плану, утвержденному в соответствии с законом, собирались накрыть эту банду в момент совершения ими разбойного нападения. Запоминайте, хорошо спланированная операция, хороший план, они собираются накрыть. В эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Причем Антон постоянно использует такие в ту роковую ночь, под покровом ночной темноты, вот эти вот вещи. И тут он начинает обращаться к кинематографии. И за время своей речи на Савик Шустер Студия он будет несколько раз обращаться к кинематографическим всяким персонажам, к выдуманным всяким историям. Начинается. Для того, чтобы понять, что готовили сотрудники уголовного розыска, вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя». Вот так вот. Я не удивлюсь, если они готовят свои операции как раз таки по фильмам. Когда путем долговременного расследования деятельности банды Фокса их заманили в подвал магазина, а затем обезвредили. И сидящие в зале, у меня создается впечатление, смотрят на него и думают, что ты несешь, Антон? Причем тут банда Фокса? Какие фильмы? Это же не фильм, это жизнь. Антоха! Антон! И когда в соседнем доме сработала сигнализация, приехали сотрудники государственной службы охраны. Мне интересно, между срабатыванием сигнализации, лестницей, вскрытым окном и гаражом, а также автомобилем, который одолжили сотрудники КОРД, есть какая-то связь? Или все-таки сигнализация по-прежнему сработала сама по себе? И увидели следы, которые ведут к соседнему дому и недострою, и пришли туда. Последнее, что успели сказать по средствам связи разведчики, это было: к нам идут люди в черном, наверное, это грабители, нам конец. Ну, это Антон, по всей видимости, тоже позаимствовал из какого-то художественного фильма. К нам идут люди в черном, нам конец, наверное, это грабители. Дальше он рассказывает о том, что операция была спланирована плохо. И, в принципе, когда ты идешь на неподготовленную операцию, возможно все. Да, когда ты идешь на неподготовленную операцию и кругом есть много оружия, могут возникнуть такая трагическая ситуация. Напомню, что он говорил 20 секунд назад. Сотрудники уголовного розыска вместе с спецподразделением КОРД по заранее хорошо спланированному плану,
утвержденного в соответствии с законом. А вот это он будет говорить потом. Операция была профессионально разработана, так же, как ее разрабатывал тот же Шарапов и Жиглов. Вот так вот. Операция то не спланированная, то спланированная, то не продуманная, то продуманная. Это в принципе, и это нормально. Это нормально. Причем для Антона это нормально. Он говорит одно, потом говорит нет, совсем другое. А зал сидит и, ну, кстати, к чести зала, его заминусовали. Заминусовали вообще в ноль практически. Потому что никто уже не хочет слушать это блеяние дурацкое. Дальше он рассказывает о том, как упал сотрудник Корда, сраженный пулей. И когда его коллеги увидели, что их командир падает сраженный пулями, они в тот момент еще не знали, что там впереди есть машина милиции. Вот тут опять не понял. Они как это? Они бегут, получается, и видят, что их командир падает сраженной пулей. Но откуда пуля прилетела, они не видят. У них или снег выел глаза, или Антон, скорее всего, или Антон. И, конечно, красиво смотреть в фильмах, знаете, там про Шварценеггера, там. У него может быть новое прозвище. Кинематографист. Дальше он опять рассказывает, что он слышал переговоры разведчиков. После того, как я ознакомился с переговорами разведчиков, то последние слова, которые услышал их руководство, это было: все, нам конец, на нас идут грабители. Но если ты уже об этом рассказал, то пустите это как-нибудь в эфир, обнародуйте эту запись. Что скрывать-то, я не могу понять. Сделайте открытое расследование. Дальше Антон интересную вещь говорит. Посмотреть в интернете есть адрес, уже написан точно, этого дома, который был ограблен, и дом, который рядом строился. О, подожди, Антон. Но дом, получается, был ограблен. А кто же его ограбил? Если его ограбили не сотрудники МВД, получается, его ограбили грабители. Но его не ограбили грабители, которых поджидали сотрудники МВД. Потому что грабители, если бы они ограбили, то сотрудники МВД бы их уже не поджидали, а просто произошла бы какая-то там заваруха. Получается что? Еще одна случайность. Возможно, другие воры с Хмельницкой области приехали и ограбили как раз таки, но совсем другой дом. Ну правильно, да? Вся эта ложь, все это вранье, которое распространялось в социальных сетях и подогревалось, что якобы одни сотрудники полиции грабили дом. Конечно, не грабили. Но кто-то же его ограбил. Ты же сам только что сказал. А? Вы говорите о том, что не заметили надпись «милиция». Я вам могу сказать, как человек, который изучил распечатку переговоров. Я допущен государственной тайне, имел такую возможность. Так вот, я могу сказать, разведчики в эту темную ночь с 40 метров увидели, что приезжает белый Ланос, но они не увидели на нем надпись «милиция». Если бы они бы увидели, передали бы в эфир. Так они уже и Ланос увидели, то они просто увидели людей в черном. А теперь они уже увидели и Ланос тоже. Последнее, что успели сказать по средствам связи разведчики, это было: к нам идут люди в черном, наверное, это грабители, нам конец. Тут он сейчас объяснит, как кордовцы могли подъехать и сразу же начать всех гасить, почему они не увидели, что это милицейская машина. Он сейчас объяснит, держитесь за поручни. Они стояли в машине метрах там 500-600 от места происходившего, и они были без включенного мотора. Мороз -9 был в то время. Когда они включили мотор, холодное лобовое стекло, там прямо сказано, стекло покрылось изморозью. А шмалять они начали прямо через лобовое стекло, как раз в голливудских фильмах, столь любимых Антоном. Но мне вот понять я не могу, а при чем тут лобовое стекло вот к этому рассказу, к примеру? И когда его коллеги увидели, что их командир падает сраженный пулями, они в тот момент еще не знали, что там впереди есть машина милиции. Ну, лобовое стекло у них запотело, понятно, в автомобиле, который они позаимствовали в гараже, в доме, на который должно было быть совершено нападение, я понял. Но бежали по улице они тоже, они в руках его держали перед собой лобовое стекло или как? Дальше Стагни связывается, Константин Стагни, украинский журналист, он связывается и рассказывает свою версию. А вы помните, Антоха оскорбил тогда меня, подлецом назвал, хотя в принципе от Антохи такое это комплимент. И Стагния. И вот Стагни высказывает свое мнение, и Антоха парирует. Вы знаете, в ответ на заявление бывшего пресс-секретаря министра бывшего внутренних дел Александра Захарченко, который рано или будет поздно привлечен к уголовной ответственности за преступление против Майдана. Константин Стагни ушел из органов в 2010 году. Это было, напомню, до прихода экс-министра МВД Александра Захарченко. Антон не знает, да? На министра внутренних дел оппозиционного правительства я скажу следующее. Константин Стагни не является министром внутренних дел оппозиционного правительства. Антон тоже не в курсе, да? Есть чушь, есть полная чушь. Вот это еще больше, чем полная чушь, то, что рассказывает господин Стагни.
Хорошо так приложил. Ну а дальше уже офицер Антон Геращенко рассказывает, что он сорвал бы погоны полковничьи со Стагния. Я бы на это даже посмотрел. А вообще, честно говоря, я после такого, что вы говорите, я просто сорвал бы с вас погоны полковника, вы их недостойны носить. Да-да, давай, Антоха, вперед, срывай погоны. Но тут он опять рассказывает, что ограбление должно было быть не в этом доме уже, а в другом доме, богатом, более богатом. Но почему тогда к этому дому, который не очень богатый, была представлена лестница, вскрыты окна, вскрыт гараж, и почему кордовцы катались на автомобиле из этого дома, тут вообще как бы тайна, покрытая мраком. И ожидалось, что ограбление будет в другом, совершенно более богатом доме. И там как раз ждала группа захвата. Ну ладно, это все непрофессиональные вещи. Давай что профессионально расскажи, опять-таки. Может, обратимся к кинематографии? Вы знаете, я вспоминаю замечательный фильм, на котором мы все росли. Это «Место встречи изменить нельзя». Реально, если они планируют все операции по фильмам, то это просто угарчик. И вот когда определили, что Фокс придет в ресторан, да, и Жеглов и Шарапов, так сказать, замаскированно сидели в ресторане, окружили этот ресторан, и представьте, а Фокс поступил немножко по-другому. Он реально думает, что это все на самом деле происходило. Высший пилотаж работы уголовного розыска. Как это я приводил пример по фильму «Место встречи изменить нельзя». Антон, слышишь это? Это фильм Станислава Говорухина. Честно тебе говорю. А теперь Горбатый. Ну что, теперь Горбатый, да? Я приведу цитату самого Антона. Он сказал, что совершенно согласен с Папой Римским. Папа Римский сравнил распространение фейков в СМИ с поеданием фекалий. Вполне возможно, что Антон вот так вот резко отреагировал, так вот, да, совершенно согласен. Одно и то же, кушать фекалии и распространять фейки, это вообще одинаково, то же самое. Я так, полагаю, дедуктивным методом, как в фильме «Место встречи изменить нельзя», вычислил, что значит Антоха все-таки поедал. По всей видимости, потому что такое распространять фейки, он отлично знает. Пока!